Всем привет! Ни для кого не будет секретом, что в PES 2021 наша РПЛ сделана откровенно плохо. И это уже далеко не первый раз, когда мы поднимаем эту избитую тему. Однако, в этот раз я хочу пустить ее через призму сравнения с другими лицензированными лигами в игре. Нет, мы не будем сравнивать контент для французской лиги 1 и нашей РПЛ. Я говорю о таких же нишевых лигах, как и наша. Например, бельгийская, датская, швейцарская, ну и так далее. В этом ролике пройдемся по контенту для каждой из лицензированных лиг, которая присутствует в игре с самого релиза, ну и отчасти затронем контент из DLC 2.0. Напоминаю, что вы находитесь на канале Realistic PS, и перед тем как мы начнем, убедительная просьба поставить лайк, чтобы помочь ролику в его продвижении. А если вы здесь впервые, то обязательно подписывайтесь, ну и не забывайте про колокольчик для уведомлений о выходе роликов и начале стримов на этом канале. В вопросе контента нашу РПЛ можно считать самой что ни на есть бедной лигой в игре, поскольку та или иная лига имеет хоть какую-то графику, будь то аутентичный цвет оформления, как у топовых лиг, или реальные билборды и реплеи, как у той же Эрedivisie или португальской лиги. И все из перечисленного ранее отсутствует в нашей российской премьер-лиге. И да, я понимаю, РПЛ та еще лига со своими приколами и не самым высоким уровнем исполнителей, но так или иначе, присутствуя в игре на эксклюзивных правах, она должна иметь хоть какой-то контент, помимо реальных форм и логотипов, хотя и с этим все не есть хорошо. Летом я рассказывал о том, что у французской Лиги 1 или голландской Эрedivisie есть какая-никакая, но собственная графика, в то время как у нашей лиги ее нет. И в этой части, пройдясь по нишевым лигам, таким как Лига Дании, Швейцарии, Шотландии или Португалии, я обнаружил, что почти у каждой из них есть своя отличительная графика, будь то реплей, как у той же португальской лиги, либо рекламные щиты. Ну, последний есть чуть ли не у каждой лицензированной лиги, а вот реплея только у считанного количества. Конечно, я не опустился до того безумия, чтобы подсчитывать количество реальных лиц в каждой лиге. Для этого просто достаточно взглянуть на список новых фейсов, которые добавили в DLC 2.0. И что мы можем здесь заметить? Так или иначе, все лиги имеют по несколько новых лиц, явно больше 2-3, в то время как у нас всего лишь одно новое лицо. И не отходя от темы DLC, стоит еще отметить, что наши лиги так и не добавили актуального мяча, а посему мы продолжаем играть прошлогодней моделью. В то время как у итальянской лиги, которая играет тем же самым мячом, только с другим цветом, этот самый мяч присутствует еще с самого релиза. И что мы имеем по итогу? По сравнению с другими лицензированными лигами, наша РПЛ не имеет ни рекламных щитов, ни перебивок между повторами, ни актуального мяча, ни корректных комплектов форм и лишь одно новое лицо с приходом первого DLC. На самом деле это очень печальная картина, объяснение которой трудно найти. В то время как нишевые лиги наподобие швейцарской или датской имеют хоть какие-то элементы реальной графики, наша же лига в очередной раз остается неудел. Да, вы можете сказать, что есть патчи. Покупаешь, устанавливаешь и играешь со всеми стадионами, оформлением и лицами. Но все это добро распространяется только на ПК. Консольщики же довольствуются подобным видом, и не более того. Но даже на консоли нашу лигу можно исправить настолько, насколько это позволяет возможности редактора. Справа должна выглянуть подсказка с обзором на патч моего собственного производства с нашей RPL для консоли PlayStation 4. Однако мы отклонились от темы. Ну так вот, трудно сказать, что мешает разработчикам приложить хоть какие-то усилия, чтобы привести RPL в порядочный вид. Возможно, отсутствие хоть малейшего офиса в России, как предположил один из моих подписчиков, а возможно, банально лень японцев. Ну а как считаете вы, отпишите в комментариях. И в очередной раз мы в подобном видео пришли к выводу, что наша РПЛ в игре это полное дерьмо, к сожалению. Что делать и как быть в этой ситуации, сказать трудно. Поэтому остается лишь смириться с этим фактом. Или же поставить патчи и наслаждаться игрой с полноценным контентом для нашей лиги. Но у меня на этом все. Перед тем, как попрощаться с вами, напоминаю, чтобы вы не забыли поставить лайк, описать комментарий по поводу услышанного, а также подписаться на канал, если находитесь здесь впервые, и нажать на колокольчик для уведомлений. Всех благодарю за просмотр и прочие активности. Услышимся уже скоро. До скорой встречи.